Приветствую. Говорит Макс Вольф. Данное интервью было записано в 1988 году в Нюрнберге. Его герой – Макс Хольтерсдорф, член Гитлер-Югенда и защитник Берлина, который в этом коротком рассказе вспоминает свое детство и юность в военные годы. Можете ли вы рассказать мне о своей молодости и о том, как вы вступили в Гитлер-Югенд? Да, я родился в Берлине в 1928 году. Мой отец работал на железной дороге, а мать занималась домашним хозяйством. В 1937 году в возрасте 9 лет я вступил в Юнгфольк, а в 1943 году стал полноправным членом Гитлер-Югенда. Ожидалось, что все мальчики и девочки будут вступать в молодежные организации, и многие родители поощряли это, поскольку это означало, что дети на некоторое время уходили из дома, и у родителей появлялось время для себя. Вас заставили вступить в Гитлер-Югенд, или это было ваше свободное решение? Это трудно объяснить. Никого не заставляли вступать в Гитлер-Югенд, а значит, если вы не хотели, то так тому и быть. Но если вы не вступали, ваши друзья и соседи относились к вам с подозрением, как если бы ваша семья была против Гитлера. Берлин был известен тем, что в нем оставались красные, которые все еще придерживались своей идеологии, прикрываясь национал-социализмом в своих интересах. Я спросил у родителей, могу ли я вступить в организацию. Отец согласился, так что я смог получить скидку на форму, так как у него был знакомый, работавший в одном из магазинов. В первый день, когда мне разрешили надеть форму в школу, я был очень горд. У нас был обычай здороваться с учителем немецким приветствием стоя. Затем все приветствовали фюрера, и в тот день я приветствовал его особенно элегантно. В моем классе было несколько мальчиков, которые не хотели присоединяться по религиозным причинам, но никто не издевался над ними, никто ничего не говорил. Каково было расти в Берлине, когда началась война? Поначалу жизнь была похожа на мирное время. Мы не чувствовали, что идет война до 1940 года, когда упали первые бомбы. В первый день войны школа была закрыта. Я помню, что мой отец был зол, потому что его не хотели призывать в армию, а мама была напугана. Мы слушали радио, и отец рассказывал о вероломных и упрямых поляках, которые ввергнут страну в войну, лишь бы сохранить украденную у нас землю. Я помню, что мой отец был очень занят и много работал сверхурочно, так как нужно было направлять все больше и больше военных поездов. Мы также начали проводить учения по воздушной тревоге, которые были нами не очень любимы. Моя мама также начала присматривать за детьми работающих родителей, и ей за это платили. Она присматривала за близнецами одного партийного функционера, который всегда приносил мне сладости. Так что это было приятное время. Мы жили рядом с железнодорожной станцией и всегда боялись, что на нас могут напасть, так как станции были излюбленной мишенью. Страхи сбылись в 1940 году. Это было в апреле или мае, я не помню, но ночью нас разбудили сирены, а позже мы услышали звуки пушек. Мы вместе с другими кинулись в подвал, и как только мы там устроились, рядом упали первые бомбы. Я был уже достаточно взрослым, чтобы понимать, что бомбили железнодорожный узел. В нашем районе появились первые погибшие. Я помню, как пожарные машины и кареты скорой помощи увозили раненых в больницу.
Затем было объявлено об эвакуации всех детей из городов, но это было полностью сделано только в 1943. Поскольку я состоял в Юнгфольке, нас отправили на север, помогать фермерам и выполнять легкую работу. У нас было хорошее общежитие, которое построил для нас Рад. Меня направили на ферму, владелец которой был бывшим боксером. У него было много тренировочного оборудования и даже ринг в сарае. Старшие подростки воспользовались этим и организовали там бойцовский клуб. Мы были слишком молоды, чтобы принимать в этом участие, но нам разрешили немного побоксировать под пристальным взглядом наших лидеров. Казалось, война идет хорошо, и у нас было ощущение, что она полностью выиграна. Вы упомянули, что принимали участие в битве за Берлин. Не могли бы вы рассказать, как вы стали участником сражения? Да, большую часть времени я проводил в школе и помогал на работе. У нас было все расписано. Нам даже разрешили поехать в Данию на своеобразные каникулы. Датская молодежь приехала в Германию, а мы отправились в Данию по обмену, чтобы изучить их образ жизни. В конце 1943 года новости с фронта были не очень хорошими, и мы постоянно видели в небе бомбардировщики союзников. Мой отец был убит во время бомбардировки в 1943 году, и моя мать переехала к своим родителям в Бранденбург, но мне разрешили остаться в Юнгфольке, и в 1943 году меня приняли в Гитлер-Югент. В это время мы начали получать больше военной подготовки. Солдаты приезжали поговорить с нами о войне, и нам разрешалось стрелять из винтовок, если мы этого хотели. Мы ходили в походы и учились выживать в условиях дикой природы. Нас разместили в лагерях по всей Германии и поочередно поручали различные задания. В один месяц мы могли устранять повреждения на разбомбленном заводе, в другой – изучать море на пляже, а в третий – помогать фермерам собирать урожай. Мы даже научились общаться с девушками из БДМ, вместе устраивали вечеринки, а поскольку мне уже исполнилось 15 лет, девушки уже были у меня на повестке дня. Мы жили отдельно, и старших мальчиков предупредили, чтобы они не пробирались в лагерь девочек, но некоторые все же пробирались, чтобы пошпионить или пошутить. Это был своего рода обряд посвящения – пробраться в их лагерь. И мы часто оставляли там что-нибудь, чтобы они знали, что мы это сделали. Они отвечали нам тем же. Это было хорошее время, но наши лидеры давали нам понять, что они будут смотреть на все это сквозь пальцы только до определенного момента. Так продолжалось до конца 1944-го. В то время наш мир выглядел мрачным, многие потеряли своих родителей и жаждали отправиться в бой. Waffen-СС набирали мальчиков для пополнения дивизии, но я был слишком молод, а минимальный возраст был 17 лет, и то с разрешения родителей. Другие мальчики отправились домой к своим семьям, но моя мама знала, что здесь я в безопасности, и была занята воспитанием моей младшей сестры, которая появилась на свет вскоре после смерти моего отца. Мы узнали, что фюрер призвал всех трудоспособных мужчин в бой, и мы, так сказать, были вынуждены защищать Берлин. В декабре 1944-го моя часть находилась под Берлином, и теперь нами командовал пожилой бывший солдат. Он стремился отправиться в бой и сказал, что русские скоро будут у нашего порога. Он устроил нас на работу в окрестностях города, и мы занимались тем, что помогали мелким ремонтом разбомбленных заводов и пытались согреться. В марте 1945 года мы узнали, что для борьбы был создан фольксштурм. В конце марта я уже слышал вдалеке звуки фронтовых орудий. Это казалось нереальным. Как проходила битва за Берлин? С точки зрения подростка это было захватывающе, но мне следовало бы бояться. Я познакомился с девушкой, которая проходила обучение на медсестру. Их расквартировали в Ванзее, и мы общались так часто, как только могли. Она была в ужасе от того, что солдаты говорили о русских. Но именно там я получил свой первый поцелуй и любовное письмо в качестве прощального подарка. Она была очень красивой и постоянно заставляла меня краснеть. Мы были вооружены всем, что смог найти для нас наш командир. Мне посчастливилось получить помятый МП-40, и меня научили заряжать и стрелять из него. Особое внимание уделялось технике безопасности, так как эта штука могла выстрелить при одном неверном прикосновении. Однако с ним я чувствовал себя непобедимым, ведь это был пистолет-пулемет. После коротких дней обучения нас отправили на фронт в середине апреля. Я не мог поверить своим глазам, когда увидел, в какую груду развалин превратился Берлин. Наше первое расположение было рядом с большой еврейской больницей.
Помню, один из врачей вышел и попросил нас уйти, так как у него было много пациентов. Он хотел сохранить им жизнь на случай, если на нас нападут. Это показалось нам странным, но больница пострадала лишь незначительно. Я увидел несколько узников КЦ и узнал, что в этом госпитале были и больные заключенные. Русские вели артиллерийский обстрел днем и ночью. Я помню, что спать было очень тяжело. Меня вместе с другими учили стрелять из нового Панцерфауста. Мне так и не удалось им воспользоваться, но многим другим удалось подбить русские танки. Многие берлинцы покинули город, но много людей все же еще оставалось. Пока мы ждали врага, я с удивлением наблюдал, как люди выходят на улицу за едой и водой. К нам подошла женщина, потому что ей было скучно, и угостила нас испеченным домашним пирогом. Он был очень вкусным, и мы на минуту отвлеклись от мыслей о войне. Это был конец апреля, когда мне наконец довелось сделать первый выстрел по врагу. Они атаковали наш блок, и мы выпустили по ним около 30 снарядов. Мы перебили почти целый взвод. Мне было приятно отомстить врагу. Они отступили, а затем начали бомбардировать весь район, и мы обнаружили, что в подвалах еще прячутся семьи. Один отец вышел и умолял нас покинуть здание, чтобы его можно было эвакуировать. Мы отступили, так как большая часть наших боеприпасов была израсходована в этом коротком бою. Артиллерия перестала стрелять, и мы отошли. Тогда я впервые увидел мертвых. Они лежали повсюду, солдаты и гражданские. Мы наткнулись на группу польскоязычных солдат, которые тоже отступали, но только на новые позиции. Они сказали нам отходить дальше, так как мы им мешали. Я также видел несколько солдат СС, которые говорили по-французски, и они выглядели очень закаленными в боях. Я хотел вернуться в Ванзее, чтобы увидеться со своей новой девушкой, и предложил направиться туда, так как думал, что там мы будем в большей безопасности. К нам подошел офицер СС и приказал нашей группе продолжить движение на запад. Он сказал, что битва окончена, и мы должны спасти как можно больше детей и гражданских лиц. Он приказал нашей группе следовать за ним, что мы и сделали. На нем был железный крест, и он выглядел очень уверенно. Я спросил, можем ли мы дойти до Ванзее, и узнав, что там находится пункт оказания помощи, он согласился. Кажется, мы оказались там 1 мая, но там уже ничего не было, и ее также нигде не было видно. Офицер сказал, что, возможно, они отступили раньше и сдались американцам. С большой группой солдат и гражданских лиц мы дошли до Эльбы, переправились через нее и сразу же попали в плен. Я был очень молод и помню, как меня спрашивали, не принуждали ли меня воевать. Мне удалось пробраться к маме, и ей очень повезло, что русские до нее не добрались. Мы слышали о том, какие ужасные вещи они творили, и радовались тому, что нам удалось выжить. В 1946 году я снова смог увидеть свою девушку, а в 1950-м она стала моей женой. Благодарю, что досмотрели данный фильм до конца. Отблагодарить меня вы можете, поставив лайк под видео или высказав свое мнение в комментариях. Это очень помогает продвижению. Также не забывайте подписаться на канал, здесь вас ждет еще много чего интересного. И, наконец, переходите по ссылке в телеграм-канал. Именно там я выкладываю литературу по теме видео и источники, фото и аудиоматериал, а также многое-многое другое. Встретимся там. До связи.